Всем привет! Меня зовут Светлана Кузнецова. Сегодня я бы хотела показать вам, как я делаю вот такую фарфоровую вазу. Украшения на ней будут другие, но принцип плетения одинаковый. В моем магазине на сайте Ярмарка мастеров вы сможете найти подобные вазы. Ссылку я оставлю в описании. Для изготовления вазы нужен экструдер. У меня он сломан. Поэтому я приобрела вот такие силиконовые молды на AliExpress. Если вам нужен такой же молд, напишите об этом в комментарии под видео, и я дам вам ссылку. Вращательный диск. Он нужен только для удобства прилепки. Дощечка или толстый картон, обернутый пищевой пленкой, чтобы влага с фарфоровой массы не деформировала дерево или картон. Его мы положим просто на вращательный диск. Еще нужна какая-нибудь основа, чтобы накладывать на нее фарфоровые жгуты. У меня это обычный пластиковый тазик, обмотанный пленкой и салфетками. Фарфоровая масса для лепки и фарфоровый шликер. Он выступает в качестве клея. Фарфоровое сырье можно приобрести в любом магазине для керамистов, но ваша покупка будет бессмысленна, если у вас нет доступа к муфельной печи хотя бы на один день в неделю, ведь температура обжига фарфора 1300 градусов Цельсия. Само слово фарфор произошло от персидского слова фахфур. Так персидские купцы называли посуду из белой керамики, которой торговали. Английское название фарфора porcelain произошло от итальянского порчеллино, что означает поросенок. Но также у итальянцев порчеллино еще и ракушка. Во времена разгадывания секрета фарфора итальянцы считали, что именно морские раковины добавлены в керамическую массу, чтобы получился белый полупрозрачный черепок. Первые попытки разгадать секрет китайского фарфора предпринимал еще Петр I. Для этого был приглашен Питер Эггеберихт, владелец фаянсовой фабрики в Голландии. Но этот человек пробыл в России недолго и ничего полезного в развитие русской фарфоровой мануфактуры не внес. В 1744 году по указанию императрицы Елизаветы и под руководством барона Черкасова началось строительство порцеляновой мануфактуры. Для организации был приглашен алхимик Кристоф Конрад Хунгер, в России его называли Гунгером, который утверждал, что знает секрет китайского фарфора. К нему был назначен учеником некто Дмитрий Виноградов. Однако Гунгер больше тянул время, и все его рецепты оказались провальными. Фарфора он так и не получил. Настроил против себя всех, с кем работал. В результате его сочли шарлатаном и уволили. Для того, чтобы производить русский фарфор, у Российской империи оставался единственный выход – метод проб и ошибок. И тогда за производство порцелина взялся Ломоносов и его соученик и товарищ Дмитрий Виноградов. Точная дата рождения Дмитрия Ивановича неизвестна. Историки предполагают, что он родился в 1720 году. Сын суздальского священника учился в славяно-греко-латинской академии, в которой и познакомился с Ломоносовым. Даже разница в возрасте не помешала их дружбе. У обоих была огромная тяга к знаниям. Учась в славяно-греко-латинской академии, Виноградов освоил программу 3 классов всего за 1 год. Виноградов производил свои независимые эксперименты по получению фарфора исключительно из отечественных сырьевых материалов. Независимые эксперименты, так как Ломоносов и Виноградов работали порознь над фарфором. И уже в 1747 году Виноградовым был получен приемлемый по качеству белый черепок. Вы только представьте, сколько этот человек произвел экспериментов. Ему нужно было разработать не только состав фарфора, но и подобрать правильный режим обжига, разработать краски, построить печи и многое-многое другое. Я удивляюсь стойкости этого человека. Ему нужно было сначала намешать какое-то количество материалов, потом из этих масс что-то вылепить, поставить в печь,
А тогда печи были не такие, как сейчас. Обжиги проводились несколько дней. И вот через энное количество дней достать из печи готовые вещи и разочароваться в полученных результатах. И эти разочарования, которые шли день за днем, не повлияли на стремление Дмитрия Виноградова получить качественный фарфор. Конечно, фарфор, полученный в 1747 году, очень уступал по качеству европейскому фарфору. Однако Виноградов продолжил совершенствовать формулу белого золота. И уже в 1748 году, это спустя год, Дмитрий Иванович создал фарфор, который по качеству не уступал мейсонскому, а по эстетическим свойствам не уступал китайскому. Российский ученый Дмитрий Иванович Виноградов буквально за одно десятилетие раскрыл вековой опыт китайских мастеров фарфора. Так, порцелиновая мануфактура, основанная в 1744 году в Санкт-Петербурге по указу дочери Петра I, императрицы Елизаветы, стал первым фарфоровым предприятием в России и третьим в Европе. Директором был назначен Дмитрий Иванович Виноградов. К сожалению, судьба российского ученого, создавшего с нуля целое производство, была поистине печальна. Казалось бы, отец русского фарфора должен был утопать в роскоши, похвалах и наградах. Но так сложилась его судьба, что при жизни Виноградов не получил ни одной благодарности за то величайшее дело, которое он сделал для своей родины. Напротив, фарфорового мастера подвергали всяческим мукам, заставляли жить и работать в нечеловеческих условиях. Его избивали плетками и в буквальном смысле посадили на цепь рядом с его горном. Так он и умер на цепи 25 августа 1758 года, через 6 лет после написания рукописи под названием «Обстоятельное описание чистого порцелина». После смерти Виноградова рукопись была утрачена, а порцелиновая мануфактура начала приходить в упадок. После имя великого ученого, отца русского фарфора, ушло в забвение на целых 200 лет. С воцарением императрицы Екатерины Великой мануфактура получила название «Императорский фарфоровый завод», и началась вторая жизнь русского фарфора. Качество и эстетика российского белого золота буквально покорили Европу. Конечно, фарфор был доступен только элите. Даже разбогатевшие купцы не имели права, не могли, а именно не имели права приобретать изделия из фарфора. С приходом революции 1917 года фарфор резко поменял свой статус. Появился агитационный фарфор. Конечно, после революции фарфор засиял новыми красками. Художники-живописцы того времени открыли новый способ росписи фарфора. По кружкам и тарелкам они писали словно по холсту. Форма не имела значения. Посуда превращалась в агитационные листовки. С укоренением советской власти белое золото стало доступно всем. Императорский фарфоровый завод был переименован в Ломоносовский фарфоровый завод, стал носить эмблему ЛФЗ, из-за чего в народе завод прозвали Ленинградским. И снова имя Дмитрия Виноградова не получило огласки как имя отца русского фарфора. Все же Виноградов являлся сыном священника. Советской властью была поставлена задача обеспечить весь советский народ изделиями из фарфора. И на смену агитфарфору пришла лаконичная и изящная роспись столового сервиза. Несмотря на дороговизну изделий, советские граждане с удовольствием покупали посуду и статуэтки из белого золота. И вот сейчас мы уже не видим своего обеденного стола без фарфоровых тарелок и чашек. Вот такой моя ваза отправится в печь на первый утильный обжиг. А вот такой она уже вернулась с обжига. Даже после первой обработки огнем фарфор еще не имеет той безукоризненной белизны, которая его прославила. Он скорее стал цвета топленого молока. Теперь я покрою вазу прозрачной глазурью и отправлю в печь на высокий, или его еще называют политой обжиг. Глазурь прочно вплавилась в фарфоровый черепок, а сама ваза исхудала на 20% от своего объема. И вот такой
При правильном уходе она останется долгие годы, а возможно даже и столетия. Ведь, как показала история, фарфор оказался единственным материалом, который сохранился в первозданном виде почти 300 лет. На сегодня у меня все. Для тех, кого заинтересовали мои фарфоровые вазы, я оставлю ссылку в описании на мой магазин на сайте Ярмарка мастеров. Для тех, кому нужна обратная связь со мной, там же ищите ссылки на группу ВКонтакте. Еще под видео я оставила ссылки на Patreon и Boosty. Там у меня очень интересный проект. Проходите по ссылкам, подписывайтесь, и там среди подписчиков буду организовывать интересные розыгрыши с реальными призами. Не забывайте ставить пальчики вверх или вниз и подписываться на мой канал. Впереди еще много интересных видео. Всем удачного творчества. Пока-пока. А еще послушайте. Также при прикосновении к вазе тоже можно услышать такой тихий-тихий звон, но на камеру он, к сожалению, не запишется.